Всем привет, друзья мои, мира вам и крепкого здоровья. На канале есть видео приготовления квашеной капусты, но некоторые не смотрят прошлые видео, а заходят только на новинки, а поэтому я сегодня квашу капусту и еще раз быстренько покажу, как это готовится. В магазине килограмм квашеной капусты стоит 200 рублей. Сумасшествие. Вот здесь у меня 2 вилка капусты общим весом 3,5 килограмма. И одна большая морковь, вес ее 200 грамм. 40 рублей стоит и морковь, и капуста. Вот здесь всего на 150 рублей. Еще понадобится пару лавровых листочков и соль. Обязательно каменная и не иодированная. Капусту режем на 4 части, можно и на 2 резать. Делайте так, как вам удобно будет шинковать. Лучше всего шинковать с помощью вот такого ножа. Это быстро, это удобно, и капуста шинкуется тонкими полосочками. Такой нож можно купить на Валбере, там он буквально 100 рублей будет стоить. Если вы планируете и дальше готовить капусту, то купите такой нож. В принципе, такой нож всегда пригодится, когда мы жарим капустку или готовим борщ. Я всегда использую этот нож. Вот так хорошо шинкуется капуста. Просто берем, аккуратненько срезаем, берегите руки. Если нет у вас такого ножа и нет возможности купить, то берите и обычным ножом по краю аккуратненько режьте капусту. Сейчас я всю эту капусту порежу и продолжим. Вот столько получилось капусты. Вес капусты был 3,5 килограмма. И вот я вырезала кочерышки, здесь 200 грамм. А следовательно 3 килограмма 300 грамм у нас получилось чистой нашинкованной капусты. И добавим к ней 200 грамм моркови, которую я потру на крупной терке. Смотрите, друзья мои, как солим капусту. На 1 килограмм нашинкованной капусты мы добавляем 1,5 или 2 ложки соли. Я буду добавлять 1,5 ложки соли и считаю, что это достаточно. Если вы хотите капуста, чтобы была немножечко соленее, добавьте 2 чайные ложки. Но поверьте мне, 1,5 это тоже много, и капустка будет соленая. Вот здесь у меня 3 килограмма, и я добавляю ложку и половинку, еще одну ложку и половинку, и еще одну ложку и половинку. А так как у нас практически 3,5 килограмма получилась капуста, если учитывая морковь, то мне еще можно добавить чайную ложку на эту половинку. Все. В общем, смотрите, можете добавить 1 чайную ложку для капусты, можно добавить 1,5 чайной ложки, можно добавить 2 чайные ложки на 1 килограмм нашинкованной капусты. Вот по мне 1,5 чайной ложки это оптимально. Сейчас я буду перемешивать капусту. Делаем это аккуратно. Обязательно перемешиваем капусту, но не ломаем и не рвем ее. Аккуратно перемешиваем капусту. Ну, посмотрите, за 150 рублей у вас получится очень много капусты. А вот то, что продается 200 за килограмм, ну, это примерно вот столько на 200 рублей. Сумасшествие. Сейчас морковь с капустой смешается, соединится, соль растворится, и капуста начнет пускать свой сок. Никакого сахара добавлять в капусту не надо. Процесс сквашивания должен произойти без сахара. Конечно, сахар ускорит процесс сквашивания, но это будет уже не полезная квашеная капуста. Квашеная капуста – это когда капуста и соль. Еще мне понадобятся лавровые листочки, которые надо обязательно помыть. Все. Больше я не добавляю никаких специй. Перемешиваю. Посмотрите, капуста уменьшается в объеме. После того, как капусту перемешали, я ее буду раскладывать на 2 кастрюли. Раскладываю капусту. Утрамбовываю немножечко и раскладываю лавровые листочки. Еще добавляю часть капусты, утрамбовываю и раскладываю листочки. Оставшуюся капусту я разложу в другую кастрюльку. Обязательно хорошо утрамбовывайте капусту до того состояния, пока вы увидите сок. А дальше нахожу тарелку по размеру, закрываю капусту и прижимаю любым гнетом. В моем случае это банки с соленьями. Оставляем капусту на сутки. Через сутки покажу, в каком она состоянии, и продолжим дальше. Прошли ровно сутки.
как я поквасила капусту, и я ее за эти сутки периодически протыкаю. Вот так снимаю гнет, убираю тарелочку и вот так в нескольких местах протыкаю. Вот посмотрите, сколько капуста выпустила сок. Вот сколько ей. Если правильно квасится капуста и капуста хорошая, то обязательно вот столько будет сока вкусного. Закрываем и ставим гнет. Не забываем периодически через 4-5 часов протыкать. Можно даже просто хорошо придавить. Вот так. И оставляем еще на сутки. Прошло 2 суток. Друзья мои, будете квасить капусту, не забывайте ее протыкать в нескольких местах. Сейчас я эту капусту уже буду убирать в холодильник. Можно вынести в погреб, можно вынести на балкон, если он у вас холодный. У меня вот такая банка с широким горлышком. Я с этой кастрюли выкладываю в банку, а в той кастрюльке я сейчас вынесу на балкон. Мы уже завтра будем готовить винегрет из этой капусты. Обязательно буду делать варенички, готовить с картошкой и с капустой. На канале есть рецепт. В банку также желательно утрамбовывать капусту, чтобы тот сок, который образовывается, покрывал всю капусту. Ну, иначе верхние листочки, верхняя капуста будет сухая. Все. Вот так хорошо утрамбовываем плотненько. Вот столько капусты получилось. От этой банки есть крышка. Ну, закрывать не надо. Просто вот так прикрывайте и в холодильник. Суперская капусточка. Обязательно готовьте, друзья. Напоминаю, что мы на всех существующих платформах. Мы во ВКонтакте, мы в Дзене, мы на платформе, мы в Рутубе, в Одноклассниках, в Ютубе также. Смотрите, поддерживайте. И не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал, если вам не сложно. Пока-пока.